Всем привет! Сегодня я с вами делюсь паштетом из куриной печени без морковки, без яиц. Очень вкусный, но обязательно с коньячком. Попробуйте этот рецепт, уверена, вам понравится. А еще у меня здесь варенье из лука. Очень вкусно, для кого-то это может быть в первый раз. Паштет я буду делать на килограмм печенки, и она вот у меня сейчас замоченная в молоке, чтобы вся желчь, которую, если я пропустила при чистке печенки, она выйдет с молоком. А вообще, конечно, печенку нужно хорошо промыть и вот так вот залить минут на 20 хотя бы молоком. Килограмм печенки, 250 граммов сливочного масла, вот такие 2 луковички. И, конечно же, любой себя уважающий паштет содержит бренди или коньяк. Поэтому вот это все нужно приготовить. Готовится все очень просто. Лук режу полукольцами, не сильно тонко, потому что это в принципе не важно, как здесь порезать лук. Его все равно тушить, а потом перемалывать в блендере. Печенка, кстати, у меня порезана тоже уже, я сразу, когда ее мою, то и режу на кусочки. Если это попадаются большие кусочки, то пополам разрезаю, но не сильно, чтобы было мелко. Чуть-чуть растительного масла. И обязательно кусочек сливочного. И немного сначала прихватываю лук на сковороде. И вот лук немножко прихватился, выкладываю печенку. Перемешиваю. И вот сразу не так по-доброму перчу, солю прям вот хорошими 2-3 щепотками. Перемешиваю тоже. Вначале забыла совсем про мускатный орех. Пол чайной ложечки мускатного ореха. Он очень классный вкус дает, но его не должно быть сильно много. Опять же, если без него, как классический вариант, то тоже будет очень вкусно, но я вот люблю его добавить. И, конечно, бренди или коньяк это обязательно. 3 столовых ложечки вот на килограмм печенки. Накрываю крышкой и под крышкой, минут 7 тушу. Вообще печенка готовится очень быстро, поэтому не нужно ее долго готовить. Попробовала на соль, досолила и попробовала, что она уже вот готова. Ее передерживать не нужно, она должна быть нежной. Вот я еще оставлю с открытой крышкой вот так вот минуты 2 и выключаю. Пусть чуть-чуть подостынет. Теперь всю печенку перекладываю с луком в блендер. И вот 250 граммов масла, но масло я не сразу все прям закладываю, а частями понемногу. И взбиваю до однородности. И теперь паштет нужно заморозить. Не заморозить, вернее, а охладить хорошо в холодильнике. Как я делаю? Я беру какую-то, можно взять вот для английского кекса форму, если квадратная. Мне нужна сейчас будет круглая. Поэтому беру чашечку, пакет, чистый пакет, либо можно взять пищевую пленку. Но пищевую пленку расположить сложнее, чем вот просто пакет. Перекладываю паштет. Плотненько, причем, чтобы вот. Закрываю пакет и ставлю в холодильник на ночь. Завтра уже буду на стол выкладывать. И я вот это вот делаю на гостевой стол, на праздничный стол паштет. А еще дома можно его хранить очень долго, до полугода. Тогда, чтобы он у вас сохранился, вы кладете в любую банку, или вот как у меня железная вот такая чашечка, или банка с крышкой просто, но сверху нужно налить растопленное сливочное масло. Почему? Чтобы между крышкой и паштетом не образовывался кислород, воздух. Тогда паштет не заветрится и он долго не будет пропадать. Все, вот просто ровненько залить, закрыть крышкой и поставить в холодильник. И по мере необходимости можно брать. Лучше всего, конечно, раскладывать такой паштет в маленькие баночки, чтобы не открывать большую банку. Все, ставлю все в холодильник, а пока делаю луковое варенье. Луковое варенье – это песня. Делаю тоже на килограмм. Килограмм лука – это вот где-то 4-5 луковиц, в зависимости какого размера лука.
стакан сахара или 7 столовых ложек, вот такой вот стаканчик 150 граммов сухого красного вина и перец. Это все, что понадобится. Растапливаю граммов 20 сливочного масла, кладу лук, порезанный перьями. Кажется, что его очень много сейчас, но он весь уварится и будет так, как нужно. Вот такой вот красивый. Перемешиваю немножко, чтобы масло попало, ну, почти на все перья лука. Насыпаю коричневый сахар в стакан, перемешиваю и делаю самый слабый огонь. Вот сахар, он должен как бы раствориться в луке, в луковом соке, поэтому периодически нужно помешивать. Когда вот видите, что на луке не осталось крупинок сахара, и он в принципе вот уже находится на дне сковородки, карамелизируется, то тогда наливаю красное вино, 1 стаканчик, ну граммов миллилитров 150 у меня здесь. Перчу немного, но перчинка здесь должна быть. Перемешиваю. И теперь нужно уварить лук, ну, минут 7 где-то, вот так вот он будет у меня вариться на самом-самом слабом огне, под крышкой, а потом я проверю его состояние. Поэтому пока закрываю крышку. Вот лук должен быть абсолютно мягкий, он не должен хрустеть, когда вы его раскусываете. Вот через 10 минут я попробовала, по сахару мне достаточно, я добавлять не буду. Но уже почти вот выкипело все вино, и может, но он у меня еще хрустит, я попробовала. И возможно, что иногда приходится добавить водичку, потому что зависит тоже от лука, от плотности лука. Если чувствуете, что он еще хрустит, то можно добавить водичку и еще подержать под крышкой. Но все на медленном огне. Иногда доходит до получаса приготовления вот этого варенья. Перекладываю весь лук сюда вот в коробочку, полностью остужаю и ставлю также в холодильник на ночь вместе с паштетом. Нужно, чтобы хорошо-хорошо охладилось. У меня вот жидкости совсем не остается, он такое вязкое получается, и лук не хрустящий. Значит, готово. Ну вот, прошла ночь, убираю пакет, накрываю вот так блюдо, где будет паштет. Быстренько переворачиваю, чашечку снимаю, пакет убирается. Варенье, оно вот за ночь стало тоже таким вот прям густым, хорошо густым, тягучим. Из-за сахара, конечно. Раскладываю вилочкой, как вот ляжет рука, так и раскладываю поверх паштета. Обязательно ставлю дополнительно сюда еще варенье, потому что этого лука мало для целого вот этого паштета. Вот отдельно ставлю. Раскладываю вот такие вот сухарики. Можно крекеры взять, можно хлеб поджарить. И еще посыпать зеленым лучком и для красоты, и для вкуса. Все, паштетик готов. Он на самом деле очень вкусно, нежно получается. Уже за завтраком я 3 вот таких вот хлебца съела. На самом деле очень вкусно. Можно добавить сливочное масло, сначала намазать, а потом паштет. Но это уже дело предпочтения, дело вкуса. Никакой морковки, яиц, ничего не нужно. Поверьте, вот то, что есть, коньяк или бренди просто необходимо. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.